А здесь прибрежная рыба. Ну что, будет тут кто-то рыбачить? Или тут пойдет страшная микрогалеонами? Кто-нибудь из вас уже сталкивался с таким понятием, как фракталы? Давайте посмотрим и разберемся. Смотрите, какая красивая фигура. У нас карта фрактал, но сначала поговорим, потому что это очень важно. Ведь фракталы это, по сути, какая-то такая бесконечная фигура, части которой воспроизводят саму эту фигуру. И вообще это похоже на брокколи, либо же, ну, учитывая Новый год, можно сказать, что вообще снежинка это тоже на самом деле фрактал. И суть этой фигуры в том, что площадь не бесконечная у этой фигуры, да, она может расти, но не до бесконечности, она ограничена, а как бы периметр, он может бесконечно расти. То есть вот эти вот наслоения, они могут бесконечно расти, и если постоянно увеличивать, то длина будет бесконечно расти, а площадь нет. Это интересный факт, но из математики. А нас касается здесь это эпохи. Давайте потихонечку я запущу, должно замедление, ну нет. Потому что у нас, на самом деле, очень-очень важный матч здесь. Т-90 Лига, Сильвер Лига, это отбор в золото. Тут лучшие игроки, если хочешь залететь в топ-48 лучших игроков мира, пожалуйста, проходи. Встречаются Соракума против Сальс Вайт, и у них счет в матче 2-2. И решится, кто попадет в сезон, а кто, по сути, останется ни с чем. И, соответственно, Соракума лучший тайваньский игрок, на самом деле, очень сильный. Прямо сейчас рейтинг у него 2745, это топ-6 мира. Топ-6 мира. Против него Сальс Вайт, игрок из России. Прорыв года, ребята, прорыв года. Ну, прорыва года банует слона. Прорыв года в 2024 в СНГ комьюнити русскоговорящем. И, соответственно, играет на византийце из команды Сальс. И карта, как... Нет, на византийцах играет Соракума, а на итальянцах Вайт. Да, карта немного напоминает Сокотру в плане того, что игроки стартуют близко. Ну и в целом все, слоник готов. А слон-то тут вообще всего лишь один. Я только сейчас понял, господи ты, боже мой. Слон один, соответственно, 2-0 по слонам. Соракума очень тут агрессивно сыграл. Но смотрите, что делает Сальс Вайт. И вообще посмотрите действительно внимание на карту. Итальянцы у нас больше водная цивилизация. У них очень много бонусов на дешевизну там... технологии в доках, там вот это переходы. Кстати, лодочки тоже стоят не 75 лет, а 64. Поэтому рыба это то, что нужно. Византиец же цива сложная, такая, прям не скажешь, о, интересно. Ну, она и на гибридной берется, да и везде берется, такая довольно универсальная цива. Куда ни плюнь, везде есть свои какие-то бонусы. Кстати, у обеих цифр переход в имперскую эпоху дешевле. Круто. Так вот, в чем тут стратегия? Давайте внимательно посмотрим на наш фрактал. Здесь выпирает вода с такой неплохой рыбой, честно говоря. Очень неплохой рыбой, даже есть прибрежечки. Но чтобы туда добраться, надо прорубиться через эти бамбуки. Обрати внимание, что каждый бамбук в себе содержит 50 дерева. Соответственно, прорубиться туда можно. И именно в это ушко, тут есть несколько таких ушек, да. Хотя одно ушко именно близко к воде. Не, ну вот сюда можно прорубиться, но выбирает вот такую максимально эффективную лесопилку, запирает у двух крестьян и прорубается. Видите, даже подмигивает. В свою очередь, Соракума этим не парится, он просто два креста приволил и все, будь здоров. Но здесь меня беспокоит то, что да, зебры подогнаны, но без кабана будет тяжело апнуться. Хотя у итальянцев дешевле переход в следующую эпоху. Соответственно, здесь можно делать доки, но смотрите, здесь можно пойти и встретиться, если оба вырубятся, да? Но самое интересное вас ждет впереди еще. Так, дальше. А здесь, кстати, стоит обратить внимание, что проходик-то можно, в принципе, оп-оп-оп, и здесь нету дерева, здесь можно пройти. То есть крестьянин вырубится, пойдет. Только есть одна проблема. Он может пойти, построить док, и тогда он не пройдет. Док может заблокировать проход. Соответственно, ему надо думать, с какой стороны ты ставишь док. То есть, с какой стороны будет крестьянин в момент постройки дока. Если ты хочешь зайти сюда, на внешнее как бы такое кольцо. Здесь, кстати, много ресурсов, даже реликвия есть. У каждого по релику и 3 в центре. Давайте еще посмотрим на такие кармашки. Вот такое ухо с золотом, камнем есть у каждого из игроков. Тут даже еще зебра. Здесь, посмотрите, сколько ресурсов. И везде вот эти, я так понимаю, бамбуки по 50 леса. Смотрите, что делает Сальс Вайт. Он просто закрывается стенкой.
ну, понимает, что будет терпеть. Здесь куча охоты. Так, Вайдик у нас подходит сюда. Ягоды тоже на форварде, как и все остальные ресурсы. Камень, золото. Видим, что эта генерация не случайная. Но ягоды себе забирает Вай. Ну и что? Выбрался первый крест. И идет он к Саракуме. Идти далеко, 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 далеко. Но, кстати, с лумом, с качеством. А здесь две крестьянки тоже не случайно так рубятся. Но получается всего лишь две. Ага, новые приходят. Неужели вторая лесопилка? Видимо. Видимо, невидимо. Так, а здесь скоро совсем еды же не станет, да? И что делать? И что нам робить? Перебрасывает человечков и будет ставить все-таки вторую лесопилку. Угу. Ну, учитывая, что это бамбуки по 50 леса, а не 100, значит, будет прорубаться быстрее. Хотя все равно очень хорошая лесопилка. И посмотрите, какой док. И с какой стороны крестьянин его сделал. Да. Док поставлен в проход, соответственно, проплыть здесь нельзя. И пройти тоже. То есть, опа. Док стоит стеной, его только разрушить можно. Ну или сконвертить. Не, ну это уже что-то интересное. Ну, соответственно, и Вайт мог пойти дальше крестьянин, но решил, нет, не хочу. И Док, соответственно, и дешевые рыбалочки пошли. Стенка, конечно, дорогущая. Тут явно домик планируется. А Суракума тоже выбрался, идет вперед. Он, кстати, переходит в следующую эпоху. Его здания все крепче. Также он получит городской дозор и городскую стражу в замковой эпохе, чтобы все видеть, его здание будет все видеть. Но сейчас он все и так увидит, потому что здесь док, итальянский док. И теоретически можно тут грызть что-то там, и ставится здесь тоже док. Это, конечно, дикий рофл, я бы сказал, но это своего рода тоже стенка. А здесь прибрежная рыба. Ну что, будет тут кто-то рыбачить? Или тут пойдет страшная микрогалеонами бесконечно? Но это нам стоит узнать. Буквально два дока одновременно ставят игроки. И посмотрите, как эта крестьянка встала. Если бы она работала здесь, да, ну как бы тут рыбы нет, но все равно, то она бы не прошла здесь. То есть потенциально можно пойти на второе. На второй этот док, ну и на третий. Вот. А здесь крестьянка идет дальше, соответственно. Окей. Ну, Вайт даже не переходит. У него, подождите, он ест ягоды, у него нет еды. Все, что у него есть, это вот эти рыбаки. Даже здесь как бы кресты не работают. А, собственно, что происходит? Как мы, собственно, перейдем? А Суракума? Тайванец. А тайваньцы, они агрессивные, они умеют рашить, и византий идет рашить все здания крепче, в том числе и вышки. Но сначала строится аванпост, чтобы увидеть. Опять же, посмотрим, что увидит у нас византиец. Охренеть, нормально увидит. Ягоды, можно трашить их. Так, здесь какая-то стенка удалена. Это чтоб скаут сбежал внутрь, потому что у него он нас слабее феодального скаута. Крестьяне отлично сносят дома. Можно еще потянуть крестьян с форварда с Суракуме. Суракуме с топориком. И, в принципе, с рыбами тоже. И рыбачить не слабо. Так, а здесь что? Неужели убили дом? Соответственно, в домовтычке у нас White. Так. Сложная ситуация. Без кабана действительно не может апнуться. Но фишка в том, что он будет фишбумить. И ставит мельницу. Ай-яй-яй, а что же мы ставим мельницу? Хотя, с другой стороны, если подумать, мельница все равно понадобится, скорее всего, для рынка, поэтому куда-то же ее надо поставить. Ну, надо. Но видите, работать он, походу, да, максимально бесполезная мельница ever. Закрывает стенка здесь. Тяжело. Хорошо, что еще армии какой-то не идет. Ну, видите, Суракума, кстати, выбирает прикольную шахту, но Суракума фишбумит. Соответственно, по лодочкам у нас 7-4 в пользу Уайта. Второй док, и крестьянка может идти дальше, и она идет дальше. Очень много леса, по идее, добывает Вайт. У него действительно 3 лесопилки. И здесь такая же шахта прикольная. Так, Суракума идет вперед. Окей, лум есть. Еще домики. Ну, домиками, да. Тут надо закрываться домиками Вайду. Ему понадобится для рыбалки. У него уже 31 крестьянин. Господи ты, боже мой. Причем, видите, да, обычно это 500 еды для перехода, а здесь со скидкой 425 еды у Вайду нужно. И то не может набрать. И то не может набрать просто. Кузница здесь. Понятненько, ясненько. Еще дома прорваться. Какие же они слабые. Помимо того, что у них здоровья меньше, и брони, и еще и броня меньше. Кстати, выбирают убить мельницу. Интересный вариант. Типа, более значимое здание. У мельницы нет брони, а здесь отрицательная броня, поэтому мельницу убить тяжелее. Третий док, и фишбум становится крупным. Крупным. Так, а на ягодах? Никто не хочет работать на ягодах. Эх. Да, 2024-2025 год показали нам, что ягоды бесполезны. Люди играют без ягод долго, или в принципе без ягод, игнорируют ягоды вообще. Вообще, ставят мельницу, что просто вот так вот мы видели игры. Ну или играют камерами. Соответственно, ну вот, как бы один крест на ягодах это норма. Где ж наш старый этот
Кстати, здесь Суракума, он в конце концов византиец. Где же его фаршипы? Они могли бы тут прожечь док. Так, ну что, большая стенка и переходит на 33 крестьян. Посмотрите, чувак в темной эпохе сидит в финальном матче, очень важным для него. Не помню, чтобы кто-то из этих игроков добивался прохода в следующий официальный дивизион Т-90 лиги, который сейчас имеет побольше призовой фонд, чем раньше. Суммарно уже 50 тысяч. Nice. И да, 19 лоток, 33 креста. Забей. 52 экономического лимита. То есть просто жесть, просто реально дома нужны. Чувак, ты тут чё? Работает. А что у нас Суракума? То есть Суракума нажимает замковую эпоху, пока чувак в темной сидит. То есть он нажимает, ну ладно, перешел. То есть просто на целый переход разница. Но тут ресурсы подкопились. Опять же, переход в следующую эпоху дешевле. Кстати, наверное, суммарно сколько экономит на 3 переходах в каждую эпоху итальянец, это столько же, сколько экономия византийца, да? Ну, примерно. Хотя, наверное, у итальянца в итоге больше. Так, переход в замковую эпоху есть. Камень добывается 4, непонятно, будет замок или нет. Тут ребята остались, как будто... шахта просто на золоте. Я боюсь, что будет пуш-осадка. И пуш-осадка может быть очень опасным. Помним про возможность выхода сюда. Эта крестьянка, кстати, про это как будто помнит. Ну что ж, замки тоже нажаты. И в итоге, видите, разница по переходу минутка. Кстати, никакого рынка в итоге таки не было. Почему-то конюшня. Странное тут решение. Решает приволиться здесь Суракума. Ну, как будто он этого начинал. Как будто бы, почему бы и не закончится. То есть расчет на фишбум и начинают строиться сети. Также можно будет апнуть технологию Gillnets, да, дешевле у итальянца она будет тоже в 2 раза, по идее, в 2 раза. Так, ну что, аванпост очень агрессивный, давайте посмотрим, что он увидит, а через 30 секунд он увидит еще больше за счет городской стражи. Да, это мы можем увидеть как раз таки здесь. Town Patrol. Так, а что здесь у нас? Подлавливают креста, выходит пика, интересно. Ну, Суракума, мне кажется, не должен такого креста сливать. Ну, хрен его знает. Так, а что здесь по фишбуму? 9 рыбок. Туда-сюда. Да, убивает. Убивает. Вайт, не теряет КП скаута. Здесь четенько. Наказано. Ну, что видит аванпост? Что он видит? Ну, он видит, что ни хера нету, никаких ферм нету. Очевидно, это фишбум. Слушайте, я бы задумался на его месте о том, чтобы как-то тут пробиться, но это будет сложно. А здесь, кстати, фаршип на всякий случай. Флажок, да, флажок. Флажок это всегда опасность. Мало ли, что там. 10 юнитов можно прятать. Так, а здесь у нас что? Бараки, монастырь? Видит ли это Вайт? Ни хрена не видит, и скаутом тоже. Ни хрена он не видит. Но у Вайда скопился... Так, он почти добыл свой камень, и он идет ставить замок. Воу-воу-воу-воу-воу. Замок. Так, ага, смотрите, удаляет еще, чтобы поставить в уголок, и тем самым хочет убить вышку. Так, делает топорик. Ой, как поздно так у нас топорик, это просто жесть. Крестьяне. Конечно же, Суракума все это прекрасно видит. И... начинается какая-то позиционка. Но мы теперь видим ресурсы обоих игроков. Импы, импы. Импы, импы, импы. Университет готов, да, как бы, чтобы, вероятно, химию прокачать. Ну и что? И на замок копит тоже. Так, тут крестьянка снова. А здесь крестьянка, кстати, вышла. Вышла, но она пытается на лесе работать. Так, тут тут проход готовится. Так, что тут за бои местные? Вроде трупов особо нету. Так, есть проход в центр спокойный. Можно там, в принципе, ратуши ставить. И импы на немножко позже идет у Вайда. Вайд не стесняется делать своих уникальных юнитов. Генуэзские арбалеты. Ну, поконтролить карту. В общем-то, неплохой юнит, но интересный факт. Он, генуэзцы, они имеют бонус по... Так. Опа, замок. Не туда смотрю. Генуэзцы имеют бонус по кавалерии 5, по верблюдам 4. И по War Elephant 5. Короче, еще монастырь. Здесь, конечно, все немножко не пригодилось. Монастырь, замок, надо ему достроить Саракуме. Но у него никаких юнитов толком не было, поэтому форвард замок не получится. И требуй на требуй непонятно. В свою очередь, не особо апал кроссбоуманов генуэзских Вайт, поэтому не слабо стреляет. 4-я дальность всего лишь. Буквально не достреливать до креста. Хотя, мне кажется, ну да, он буквально до этого креста не мог дострелить. А сейчас может все поменяться. Так, а вот и, кстати, Gillnet, чтобы на 25% быстрее добывалась рыбка. Так, сможет ли отменить? Но знаете, нет, я вот вспоминаю про бонус византийских монахов, которые лечат 2 раза быстрее. И что-то как-то не хватит тут урона. Отходит Вайт, но у него экономика получше. Но надо работать над сеточками, потому что натуральная рыба уже натурально заканчивается. В
Прикол в том, что Генуэзцев бонус по кавалерии, а здесь есть кавалерия в качестве катафрактов. Но катафракты, они не получают бонусного урона от тех, у кого есть бонус по кавалерии. Соответственно, генуэзцев тоже. То есть от них они получают, либо вообще не получают бонусного урона, либо сильно меньше, короче. Короче, генуэзцы не пробивают катафрактов. Вот такой факт есть. Так, оба в импах, соответственно, что? У итальянца есть университет, у него там в 2 раза дешевле все технологии, насколько я помню, либо там на какие-то проценты, но в целом дешевая химия, почему бы не апнуть? Почему бы не апнуть? Требы. Треб делает, да оба делают требы тут, буквально, да? Так, соответственно, монахи, прокачиваются монахи, им дались, и второй замок, ничего себе. Тут уже камня нету буквально, вот здесь камень есть, поэтому все качается. Кстати, перестроил док, и так, у нас тут какие-то проблемы или нет? О, проблема в том, что уже трибушет стреляет по замку недостроенному. Бах! Так, Генуэзца пришлось убить, и Вайт да, он отменяет замок из-за одного трибушета. Теоретически, как будто бы мог, ну, может, правильное решение. Вайт явно чувствует, что у него экономический перевес, очки тоже об этом свидетельствуют, и он не рискует. Он решит, ну да, может быть, я могу спасти, привести пушку, но я лучше отступлю, подобываю немножко больше камня и перестрою замок в другом месте. Приходится добивать свои, к сожалению. Вторая стрела химии есть, третья стрела уже немножко дорогой апгрейд для Вайда, потому что половина рыбалки у него действительно не работает. Экономика тудым-сюдым. 12 айдов, как мы видим, суммарно. Ну, с Аракумой все просто. За Византию фастымп, требуй монахи. Требуй монахи. Опять же, монахи лечат 2 раза быстрее у византийцев, делается теократия. Так, чтобы монахи не теряли ману, когда конвертят группой. Чтобы только один терял ману. Легкая кавалерия делается грамотно. Грамотно, легкая кавалерия против монахов. Но генуэзцы подходят. Так, здесь что-то запивлено немножко. Но, в принципе, двоих еще сконвертили. Здесь что? Ух ты, релики тащит. Суракума тащит релики, у него 2 треба. Здесь тоже делается второй. Интересно, оба поставили вторую ратушу. Буквально в проход. Как будто там неизведанные края, так и есть. Там неизведанные края. Легкая кавалерия, но есть рядом замок. 20 посадочных мест для монахов, в принципе, да. 2 монастыря мы видим, третий может использоваться для прокачки монахов. Генуэзцы в этом плане не очень хороши. Арбалеты обычно они лучше, у них дальность плюс 1, 5, и скорострельность, по-моему, выше, чем у генуэзцев. Генуэзцы чисто антикавалерийская тема, ну, против осадки тоже плюс-минус. Ну что, посмотрим, сколько конвертов пройдет. Опа, ну всего лишь 1 проходит конверт, соответственно, окей. Так, и здесь получают, ну, баллистику дешевую бы взять, но, вот видите, нету баллистики, но здесь как и умирает. Так, отходим, перехиливаемся. Ну, добытые ресурсы. Плюс 3000, отлично. Что? Так, ну видим 11 на еде. Так, ну здесь проблемки, большие проблемки у Вайда. 20 айдов. Тем временем у Саракумы всего лишь 5. Напоминаю, что идет бой буквально за выход в сезон, да, в золото. Т90, где каждая карта будет стоить игрокам $20. Ну, за победу $20, за поражение, ну ничего, ладно. Ничего, ладно уж так. Ну, тоже, конечно, какой-то хаос с микромонахами. Чтоб такого против монахов сделать? Может, в монастыре что-то качнуть такого? Ну, не знаю. Ереси, кстати, нет у итальянцев. Интересно. Так, что? Рынок требет. А его еще не достроили. Успеет продать что-то купить? Что это за рынок такой? Успеет? Чинит рынок, серьезно? Потребует. Серьезно? Это не замок. Нормально, замок он не хотел спасать, а рынок спасать любой ценой. Странное поведение, но пошел чинить требы, я так понимаю, потому что пошла перестрелка требов 2 на 4, на 5 требов, 5 где-то ползет, и не ползет, он отстал. Так, здесь монахи, но они отходят, некоторые конвертятся. Блин, а если он сконвертит генуэзцев, и они выживут, они смогут легкую каву. Ой, нельзя генуэзцев ему отдавать, короче. Так, но требится замок непосредственно, чтобы не было места для монахов и новых требов. Да, это имеет смысл. Здесь, кстати, третий треб как будто бы выходит, но здесь, кстати, произошла небольшая развалочка, армии почти не остается у Вайда. Соответственно, замок византийский очень крепкий, почти 7000 хп, но живет, активно чинит, и тут уже кресты валят треб, но замок пал, третий треб, правда, вышел и уже работает, а здесь забытый треб, его можно убить даже крестами, нету просто армии хоть чего-то, хоть крестьян веди в бой, я даже не знаю что, честно говоря, крестьяне просто монахов, тут буквально нет армии, то есть нечего бояться, но требы как будто задефались, и один умер, тут нихера, ай, попал, еще, хорош.
Остается всего лишь один, но есть деньги у Саракумы на замок. Смотрите, какой замок Вайт. Помните, он же отменил замок, у него сохранились ресы. И ребята перестраивают замки, адаптируются, пытаются понять что-то, но баллистики до сих пор нету. Кинесы идут, как и 3 кавы. Соответственно, у Саракумы ни хера нет, у него есть немножко монахов, которые делаются даже здесь нет. Рынок, кстати, выжил, можно торговаться, но чем непонятно. Рыба в 14, неужели досетивается? Так, здесь буквально за требом идет. Может, толка все-таки поконвертить? Нет, Саракума решает поконвертить ни хера, и в итоге прячется братушу, и там просто живет. У него здесь кресты. Так, выходит еще. Замок как будто будет достроен, но он уже опять снова по требами. Так, здесь забытый трибушет, как жаль. Рыцарь, видимо, его охраняет. И снова византийский замок крепкий. 172 камня есть на вычинивание. Пушки. Про пушки уже все забыли, я понял. Кстати, у византийца искупление так и не изучено, значит, конверсию он их не может. Так, забежать бы в рыбу, но это кринж, там это невозможно. Пушечные галеоны, где кто? Кто здесь воюет? Кстати, абсолютно никто. И смотрим. Требы на требы, но преимущество здесь у Вайда. Преимущество. Рыба живет, рыба работает. Крестьяне занимаются другими делами. Так, еще потери, еще. Надо дожать его, этого Саракуму. Надо его дожимать. Он уходит. Блокированные монастыри здесь. Их надо разрушить. Они очень быстро разрушатся по требами. Бегает легкая кавалерия. Ратуша на холме. Крестьянка абсолютно забытая. Треб никому не нужен. Кресты просто стоят. Появляются здесь новые ресурсы, но ресурсы здесь есть тоже. Тут я вспоминаю, что у византийца есть дроманы. Кстати, тут делается на всякий случай просто уже даже брандер. Саракума не сдается, потому что это гребаная финальная игра. Надо терпеть до конца. Он понимает, что нужна химия и пушки, что-то типа такого. Но ждать химию, это просто, если ты ее заранее не сделал, то забей. Тебя просто уничтожит все. Вайт просто хочет завершить эту серию уже в конце концов. Игнорирует монастыри и идет бить по Радше. Хочет, чтобы ни один крест не работал. Также я бы сейчас нажал на баллистику, но Саракума решает написать ГГ. И Вайт красавчиком залетает в золотую лигу вместо Саракумы. Ребята, посудите сами. Саракума топ-6 мира по рейтингу, очень жесткий. Недавно в The Garnison убил Ситоха. Проиграл, конечно, Винчу, но жесткий пацан, поэтому Вайт красавчик. Действительно. Хотел я вам показать, как он прошел в платину. Там был еще один прикольный матч, но этот я посчитал офигенный в плане того, что кабана украли, но чувак все равно придерживался плана. Я про Вайда. И зафишбумился, док поставил, план простой и надежный, заволился и смог сделать фасткасл, какую-то там 50 плюс 50 тысяч фасткасл, но в принципе четенько сделал все. И, возможно, кстати, замком не ошибся, может быть, реально сыграл надежно, на опыте понял, что все в его руках. Кондотьеры, кстати, в теории могли бы тут зайти тоже. Уникальный юнит, быстренький, пехотный юнит, антипороховой у итальянцев. Так, забежать и все убить. Но такое, честно говоря, его бы сконвертили, тоже мало приятного. Давайте посмотрим статистику. 39 ИПМ у Саракумы всего. Это капец как мало, честно говоря. Но это потому, что здесь такая карта была, скорее всего. Да. Возможно, неправильно он оценил тут ситуации. Вместо того, чтобы пойти в фулл агрессию, как-то наказать вот эти стены, да, какими-то лучниками, он пошел тоже немножко фишбумить. Да, импы у него вышли, но больше ничего. По сути, strategy win, 5 требов, 15 монахов было. Замок, четко замки расстал. То есть, очень спокойно, на спокойствии сыграл здесь White и обеспечил себе проход. Будем за ним следить в платине. Кстати, он попал в группу вместе с Репардом. Да, не в платине, а в золоте, сорян, в платине. У нас топ-24 игрока мира, а здесь типа топ-25-топ-48. И Саракума туда не попал, хотя он на самом деле может быть даже и достоин. Ну, как бы, это киберспорт. Ну что, ребята, ставьте лайки, если понравилось. Будем дальше следить за нашими ребятами. И не за нашими вообще. Много видосов будет скоро. Все, всем пока.